Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 23-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Предыдущий выпуск начали с закрытия квеста егеря «Скорая помощь», сдали сваренный в убежище портативный дефибриллятор, добили диких на таможне по бомжу с Полихима, закрыли реагент, часть 2, добыв информацию с 220-й комнаты общаги на таможне, и закрыл карателя, часть 3, настреляв из Ксюхи 25 диких на таможне. Выпуск поддержали финансово Зарубиант, Лигдер, Эл, Зареб, Ацтек, Скептик, i4, Санитар, Колясик, Фрэнки Уайлд и Спай. Большое-большое спасибо за поздравления, доброе слово и подарки, будьте здоровы. Северо-Запад, респект, Германии большой привет, спасибо, Питер. Еще раз огромное спасибо за вашу нереальную поддержку, вы очень меня крепко поддерживаете, друзья. Благодаря вам я могу позволить себе продолжать заниматься любимым делом и не бросать из-за нужды канал. Всем приятного просмотра. По посылочкам от прапора, та же самая страховка, пришла Гжелька, которую я ночью в кустике темные скинул. Это нам пойдет потом в зачет в квест. Медблок 3-го уровня у меня готов к установке. Сегодня что я планирую? В общем, оперативные задачи есть интересные задачи с интересными наградами и прочими прелестями, но если я займусь оперативными задачами, то пострадает процесс выполнения текущих задач. На берегу я хочу выполнить квест «Анестезия» для прапорщика, пометить 3 места торговли, и хочу выполнить «Врачебная тайна», часть 1. Тоже с пометкой, маркерами, но уже автомобили скорой помощи. Если я выживу, выйду с локации, то автоматически закроется квест «Металлолом», и иду, конечно, в балаклаве и жилете Дикого, чтобы, если вдруг получится убить каких-то ЧВК, все это шло в копилку по квесту «Каратель», часть 4 для прапорщика. Значит, основное оружие у меня будет горностай, будем продолжать качать навык владения снайперскими винтовками, то бишь с болтовкой пойдем. Дополнительное оружие будет «Витязь», сборка довольно простая и дешевая, ничего тут кроме... Тут самый дорогой, наверное, это глушитель, он 30 тысяч стоит. Так что погнали за ЧВК, гоним на бережок в 9:34, запускаться будем, надеюсь, что в районе тоннеля заваленного. Там же 2 скорые помощи стоят, и их мы сразу сможем пометить, так будет немножко проще, я считаю. И еще на Норвинском, если вдруг мимо проходить буду, заберу на Норвинском хирургический набор санитара, посмотрим, можно ли будет в разных рейдах вынести его предметы. Так, на маяке. Понятно. Ну, первые скорые помощи, ближайшие, точнее, у меня находятся на бережку, значит, в ту сторону я и двигану. Есть там спавны, но, скорее всего, народ побежит не в мою сторону, а куда-нибудь в сторону коттеджей, в общем, в том направлении. Тут, по большому счету, делать нечего. Тут не квестовых, хотя на болоте есть кое-какие квесты. Но место интереса здесь чуть. Так что идем в сторону тоннеля, прямиком отсюда. ЧВК, что ли, сидит? ЧВК. Попал. Вроде бы. Но я сначала к скорым схожу. Пока лутать не буду бросаться. От маяков надо избавиться в первую очередь. А я же могу посмотреть, кстати, в квесте в этом, да? Да, 1 ЧВК есть. Пойдет. Было, конечно, предположение, что по этой стороне все-таки кто-то будет в деревне шариться.
Поэтому решил проверить, и не зря. Как оказалось. Так, тут у нас чего? Есть один дикий. Но отсюда далековато. Блин, вот слоты у меня забиты, я бы... Можно было дальномер взять, кстати говоря. Далековато до туда, метров... Даже не знаю. 180, наверное. Я так предполагаю. Короче, автомобиля скорой помощи. Вон она первая машина, вот она вторая. Мне их надо пометить. Тогда, я думаю, будет чуточку проще мне. Они еще и по полкилограмма каждый весят. Представляешь? Эти маячки. Ой! Все нормально. Думал, что ноги опять переломаю. Один сюда. Надо гасануться где-нибудь. Может, отсюда его попробовать? Вот так вот как-нибудь. Чик. Где-то тут он тусовался. Ладно, сейчас стрельнем по нему пару раз. Вот она вторая машинка. Вот так вот как-нибудь припасть и посмотреть. Правда, а вон он. Блин. Да чтоб тебя. Надо было по ногам стрелять. Чего я в бошку ему стреляю? У меня же нет цели диких-то настрелять. Вот когда недозагретый выходишь, вот такая песня частенько поет. Полежать чуть-чуть. По-дикому пошмалять. Или не надо. Тоже позиция такая себе. Ну давай, он должен спокойно сейчас выйти. Если выйдет спокойно, мы ему тогда по ногам попадем, я думаю. Сколько тут дистанция? 80 метров, может. Поменьше, наверное, даже. Так, а какая скорость полета там пули? 602. Вроде правильное упреждение беру. Эй, ё-моё, сейчас с одним диким будем вот так вот лежать возиться? Давай, выходи. А что у нас по навыку, кстати? Снайперский... Ой, да он почти вкачан. Ну давай хотя бы до двоечки его докачаем. И пойдем дальше свои дела делать. Вон он, пошел, пошел. Вот так вот. О, есть, прокачан навык до второго.
Вот так оно потихонечку и делается, качается, да? Ладно, будь здоров. Как бы это ни звучало кощунственно. Мне надо будет в первую очередь на коттеджи заглянуть в любом случае. Так, подожди, у меня же там ЧВК целый убитый. Надо и его посмотреть, кстати говоря. Жетончик с тараканем. А чё он там в углу сидел? Я что-то так и не понял. Там же ничего нет, ничего интересного. Ни тайника, нифига. Ох, как я тут неправильно иду по-хорошему. Очень даже неправильно. Можно посмотреть еще вот эту хату. Там, если вдруг видеокарта заспавнилась, в чем ему-то проходить? Ведь всякое может быть. Кстати, в коттеджах можно будет еще глянуть флешки. Мне 2 флешки надо. Ничего. Хочется, конечно, и куртки посмотреть. Очевидно, что там можно найти что-нибудь интересное. Но мы сейчас немножко другим заняты. Цели другие на рейд. Поэтому лутание, все это дело. Ага, вот он, тайник. А что он тут делал? Непонятно. Свеча для генератора, по-моему, мне нужна будет еще. Он, похоже, что какой-то квест сделал с этими самыми. Че бы модули не снять, да? Может пригодиться. Двигаем в сторону коттеджей. Будем смотреть внимательно. Возможно, там будет еще и санитар. А санитар мне тоже интересен, да, по квесту от егеря? Есть ли у меня такой квест? Как тут посмотреть? Торговец, егерь, справедливость, контролер, мутное дело. Не то, рыбное место, тоже не то, злой вахтер, санитар леса, начальник, отшельник. А что у меня отступники? Получается, у меня нет квеста, что ли? Или мне не по шарам? Ну ладно. Получается, он мне пока не нужен санитар. Честно говоря. Но я зайду не столько за санитаром, сколько мне надо будет там место торговли пометить. Это раз. Я хочу флешки посырить. Вроде не видать.
Я и забыл, что я планшет-то выложил. Для того, чтобы маячки туда спрятать. Патроны эти бронебойные. Ворона заберем. О, ружо какое-то лежит. Да ну нафиг. Лев, пацаны. Я, наверное, лучше вот так вот сделаю. А, нет оружия никакого. Вот, блин, а. Лев целый. Я потом его сколько искать-то буду, льва этого. Ключик хочется еще глянуть на бочках. Но мне в любом случае туда надо к трупам идти. Ой, к столику к этому. Маячить его. Это же место торговли. 33 килограмма уже имеем веса. Я, в принципе, вышел-то уже нелегкий, 20 с чем-то килограмм. Ключ отсутствует. Рискнем? А, это противный этот. Противный маяк, который непонятно куда. Опа, вот сюда. Готово, пометили. Первое место торговли. Сейчас переждем, пока приживется маячок. Вот в какую мне сторону лучше? Наверное, сначала наверх пойти, да, а потом вниз на Норвинский. Потому что на Норвинском я, возможно, и выйти смогу. Но с другой стороны, если я туда на Норвинский схожу помечу, потом там я смогу на маяк выйти. Как сделать, пока непонятно. А вообще мне лучше бы в ту сторону выйти, но это мне придется вообще через всю карту педалить. С Левой. Были времена, когда я целые выпуски посвящал тому, что искал антиквариат. Но вообще локация вроде тихая. Кто-то базарят дикие там. Трещат. Крышу смотрю, есть там кто, нет? Уже дважды меня там оттуда с крыши чуть не убили. Снайпера имеются. Один точно. Он увидел меня? Хорош. Он по мне стрелял. Так, что мы можем заныкать? Вот это можем заныкать пока мест.
отсюда с этой стороны ближе по-хорошему будет, да? К скорой помощи выскочить. Там и обзорчик получше у недругов. Так, кто? Тихо, тихо, пыхтишь. Так, мешковину. Сунды, далеко не укатывайся. Это вот так. Чтобы, если что, не больно убегать было. Ну? Пробуем. Обычный дикий. Это хороший знак. Давай, давай. Да что ты делаешь? Ой, ё-моё, испугал. Хуйло, вот хуйло! Конец тебе! Сейчас мне не только скорую помощь надо пометить, но и еще одну тут. Столик этот рядом, который вот этот. Каталку. Откуда он стреляет, я не понял. Есть. Пойдет. Блин, никого нет, прикинь, в лазурке, судя по всему. Дикие только ходят, там хозяйничают. Все, есть. Прижился? Прижился. Отлично. Теперь пойдем внизу ГЭС, посмотрим ликих. И оттуда на Норвинский вниз спустимся. На Норвинском буду закладывать еще один маячок. И очень хочется надеяться на то, что там будет работать выход. Это мне очень бы облегчило ситуацию. 3 квеста выполнилось бы. Целых 3. И ровно за деревом пошел, прикинь. О, умер. Я ж первый раз вроде как не попал. Слышал выстрел справа? Ага. Тут ключик бывает. А, вот. Я вовремя оттуда ускакал. Получается. Сунды. Так вот. А это не санитар там приспавнился, что-то прям гранаты рвутся. Все, один маяк остался. Один маяк, который надо мне установить на Норвинском внизу. Валим со всех ног в ту сторону. Опа. Есть красавец. О, кепка ебаная!
Опс. Так и знал. Ну тут, чтобы не шумел, я сразу в голову, в общем. Нормально, 3 диких. Сразу порядок тут был, чтобы... Так, ой, по умениям хотел посмотреть. Снайперские винтовки. Все, устал навык, короче. До 60. Так что смысла будет дальше с болтовки стрелять нет. Он будет ничтожно слабо качаться, этот навык. Так что надо нам домой. О-оу, это свита. Видел? Твою мать. Это свита санитара там. Твою маковку. Ладно, пацаны. Ладно. Что я могу с этим сделать? С тех скал снимали меня отсюда, можно попробовать как-то. Тоже боюсь, накостыляют сейчас мне тут. Вон он. Давай, Диса, не промахнись. Есть кабанчик. Так, второй наверх забежал. А он санитар сидит, да? Синяя что-то там мелькает. Или это водичка? То ли металлолом какой-то, то ли вода, не понял я. Ладно, опасная, беспонтовая у меня вообще здесь позиция. Я сижу как на ладони. Вон, смотри, с любой стороны, кто будет бежать, очевидно поймет, что здесь кто-то сидит, какой-то тип на камне. Но с другой стороны, здесь удобная позиция, чтобы этих типов щелкнуть. Вернется ли он, как считаешь? Остался санитар, еще один его единомышленник. Или оттуда попробовать их снять с той чертовой горы. Жаль, что я первого-то не пристрелил. Я думаю, что надо с той стороны посмотреть. Дистанция прям для этой пушки огромная, честно говоря. Патронов у меня не так много. Вот тут это, что это такое синенькое? Это металлолом какой-то, по-моему. Здесь я много не высижу. Здесь не очень хорошая позиция. Надо оттуда их стрелять. Инфа сотка. Надо перебегать на ту сторону. И смотреть через оптику, пытаться их достать как-то. Или вернетесь? Но если бы вернулись, очень хорошо было бы. Можно, знаешь, еще как попробовать сделать? Можно будет с тех камней посмотреть подъем вот здесь. Они бывают тоже за лодкой, там под лодкой сидят. Или вон, где вон та крайняя
Сторожка. Нередко они там трутся тоже. Рискнем? Не хочется мне на ту сторону перебегать, очень уж. Хотя по-хорошему надо было бы. Опа. Вышел голубец. Или это обычные дикие? Может это обычные дикие, а я тут ерундой занимаюсь. А, как считаешь? Что-то не особо они на свиту похожи. С СКС свита ведь с каких пор ходит? Нет таких. По-моему, это обычные дикие я. Сам себе напридумывал. Пошли поглядим, что там есть. Так, мне тут выносливость нужна. Нифига, я сейчас тут... Чертовые горы-то пацаны, скорее всего, могут посмотреть. Да нихуя тут нет никого! Вроде обычные дикие, да? Вроде бы, да кабы. Пойдем, да и посмотрим. Это обычные дикие. Санитар бы уже тут кипиш поднял. Тут кто-то есть. J'ai trop hâte de Ramboud. Вон он, блядь! Ебать его! Фонарик забыл прицепить. Фонарики с собой есть, но у них крепление не то. Не аля. Так, знаешь, что бы я сделал? Я бы в первую очередь поставил маяк. Это раз. Чё ты, давай. Наконец-то. Вот. И пока это все дело приживается, посмотрю сейфы и хирургический набор. Вот здесь он лежит. Вот он. ЦМС синим помеченный. Заберу его. Я не знаю, надо ли будет 2 предмета за рейд выносить или не обязательно это. Роликсы. Вперед. Все, анестезия приросла. У меня голод начался, как всегда. Попугая заберем, спрячем. Опять я не подумал про голод. Ни воды, ничего нет. Ладно, ничего страшного. Я думаю, что-нибудь сейчас найдем тут. Съестное. Хотя я уже пометил, можно и попробовать на выход
рвануть. Нету еды. Обычно я тут находил еду. Голова аж разболелась. Изоленту нельзя пожевать? Так, если что, у меня есть еще запасная аптечка. Как же быстро-то у меня здоровье-то ухудшается. Однако. Бро, дай похавать что-нибудь. Отказал. Пойдем от них двух поинтересуемся. Или, может быть, не выпендриваться, а пойти сразу в этот. Пойдем, наверное, я сразу попробую выйти. Нафиг я это все выдумываю. Может, мне и не надо вовсе кушать. Если выход работает, 8:53. Ну, если что, я до выхода не успеваю. Получается. Пожалуйста, работай выход. Пожалуйста, работай. О, да, он работает, пацаны. Фу, вот это повезло, конечно, мне. Этот выход работает, повезло. Можно было тех пацанов еще посмотреть. Но нет, я, пожалуй, выйду. Слишком ставки велики. Ништяк, ништяк. Хороший рейд получился. Главное, тихий. Я так и думал, что хороший рейд тихий попадется. Получится сделать кучу квестов сразу. Почти 37 минут у меня ушло на этот рейд, но рейд выдался довольно продуктивным. И снайперку покачали, и кучу квестов переделали, так что это все нам будет плюсом большим сейчас. Итак, поехали. Анестезия квест мы завершаем. 3 места торговли на берегу. Пометили, выжили, вышли с локации. Врачебная тайна часть 1 тоже пройден. 3 автомобиля скорой помощи пометили, выжили, вышли с локации. Коллеги, часть 2. Мы можем передать хирургический набор санитара, и это хорошо. Остается только офтальмоскоп вынести. Врачебная тайна часть 2. По этому квесту мне необходимо в санатории в 306 номере, по-моему, западки, найти и вынести папку. Лыжник выдал квест «Игра на верняк». Те же самые места, где я для прапорщика помечал, теперь необходимо пометить для лыжника. Выполнился квест «Свой человек», потому что мы достигли 3 уровня лояльности с прапором. Кабинет химии теперь выдает он мне квест, по этому квесту в награду он мне даст видеокарту с галочкой, и я смогу закрыть еще и садоводство 4-ю часть. Цель квеста — найти кабинет санитара в санатории. Можем закрывать квест «Металлолом», потому что танки мы в предыдущем выпуске все 3 пометили. Нам необходимо было только выжить и выйти с локации, что мы сделали, в принципе, в предыдущем рейде. Миротворец подкидывает образцы квест и список стимуляторов, которые мне необходимо будет найти с галочкой, либо сварить в убежище и передать все это добро ему. Глаз орла квест теперь он мне выдает: найти место крушения 2 беспилотников на берегу и забрать с этих беспилотников САС-диски. Предлагаю прогуляться не спеша теперь на маяк и выполнить квест «Отшельник» для егеря. Мне нужно будет найти убежище друга егеря на локации маяк, и для терапевта тоже есть там простенький квест. Нужно выполнить отдых у моря, найти кейс информатора на локации маяк в одном из коттеджей, которые стоят прямо на побережье. От маяка есть у меня ключ, дом находится в старых деревенских домов. Короче, я хочу посмотреть, что там за домик такой интересный. Возьму с собой еще рубли. Правда, я не помню, сколько там выход стоит. Давай на всякий случай 7000 возьмем. Так, нафиг. Где я появился, я понятия не имею. Я на маяке вообще... О, я, оказывается, возле коттеджа появился. Нормально. Блин, деревня. Это что мне получается? Перебегать всю дорогу, потом назад эту дорогу всю перебегать. Это же... равносильно тому, что я подписываю себе смертный приговор. Разве не? Зачем я болтовку взял? Браво, вазу нашел. Капец.
Да сейчас начнут со скалы стрелять, оттуда, отсюда. Со всех щелей повылазят. Ладно, пофиг. Погнали. Сделаем... Понял. Сделаем вид, что мы совсем не алё. Кто-то с СВД там стреляет, да еще и не глушеным. Он решил на базу отступников что-то там пострелять. Ничего не понял. Что это такое? Голый чевик. С мосинкой. Ага, СВДшник завалил его. Голова. Да ну вас в баню. С вашими развлечениями вместе. Только я не помню, где, в этой или в той хотенке. Блин, он очевидно же слышит все вот эти мои движения. Так. Похоже, что не в этой. Ого, понял, да, где? Или они так косо бьют, или там уже еще одна партия чувака. На скалах, прям где-то перед скалами. Понял, мы. А, вот чемодан. Чик. Из-за коленки не видно было, что взял. Это для терапевта мы взяли чемодан. Неужели на тех скалах кто-то трется? Неужели они так далеко добивают? С моей снайперкой только диких пугать каких-нибудь максимум, да? Что-то мне подсказывает, что там скалы наверху заняты, и я теперь в сторону коттеджей этих не пробегу. Деревни, точнее, этой дачи. Да нихуя тут нет никого! Твою мать, что пугаешь? Эй, Пошел, пошел! что за хелл происходит тут?
Пилигримом был. Значит ли это, что у него, возможно, там есть? А на кого он агрился? Того, кто сюда залез? Вон он, бля, ебать его! У кого-то видит. А я нет. Ух, как ты лежишь-то, паршиво, брателло. Показывай, что там. Водява. Как бы профеха. И все. Да. О, 20 рублей. Нормально. Еще один дикий. Кажется, где-то тут был. Нельзя здесь мне находиться. Нельзя. Это плохая вообще позиция. Это не позиция даже. Надо бежать туда, в деревню. А как же попадать? Хуйло, конец тебе! Он даже не расстроился, пофиг ему вообще. Ну ладно. Заберем. Да это тоже идет вроде в квест. Там мне 15 диких надо было на этой дороге как раз убивать. Вот, трое уже есть из 15. Перестрелка была там. Кажется, кто-то тут ходит. Как перестрелка там, просто стрельба была. Почти что одиночными. Короткими. Ух ты. Так просто и не пройти получается. Дикие. Дубай. Сука ты, блядь, и упырь, блядь, гнида, блядь! За что ты так со мной? Может, мы друзьями бы стали хорошими. Вот я его не вижу, например. Вообще ни разу. Но он ведь там есть.
Господи, как... Незнайка в солнечном городе, ей-богу. Я здесь слишком мало на маяке умирал, чтобы понимать, где тут опасность. Эк. Здравствуйте. О, это из военкомата беспокоят вас. Хотел выпить. Но это не тот дом, который я хотел построить. Так-то. Я хотел тут... Ну, тут комната интересная, две даже. А тут, скорее всего, был кто-то. Я готов поспорить. Ладно, бог с ним. Я сюда вообще по другой теме пришел. Что я еще хотел? Мне надо егеря же посмотреть, другана его. Письмо, точнее, забрать отшельника. Начал шариться. Нет, не лутана куртка. Или сюда просто не заходили? Капец тебе, служивый! А чё? Я мирный. Сюда. Сюда. Вон наяривают там. И ладно, сейчас приключения искать не лучший вариант Диса. Давай уже. Короче, вот этот хуторок, напротив который меня сейчас... Вот на этом хуторке есть зем... Ой, твою мать, и тут дикие. Вон он, сука! Ого, с глушителем? Сдохни, тварь! Не вижу. А вон он, за качели. А ты что придумал? Хорош. Вау! Желька, пацаны. Ах, а пилигримчик-то я не взял. Куда я это все теперь поместить смогу? Никуда. Ровным счетом. Гжелька. Но могу на себя натянуть ее, в принципе. Так, если сделаю. Блин, топливо лежит. Просто топливо лежит. Вот это, вот это. А, мы ее все равно не поместим сюда.
Умку. Мы можем на себя натянуть ее. Вот так вот. Вот она, эта землянка. А вот оно послание. Письмо от отшельника егерю. Все, Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. Скорее всего, у меня работает выход на берег. Переход на берег активен. Отлично. Значит, в ту сторону, и мы и двинем, точнее. Вон та хата, насколько я понял. Ключом открывается, который я взял с собой. Сейчас посмотрим. Блин, тазик увидел, думал, шлем чей-то. Тоже этот антиквариат может появляться. Мрез есть можно. И нужно. Приятного, господа. Запьем все это дело. Тут на полу, что ли, я встречал, то ли чайник, то ли не здесь. А, вот здесь, кажется. Не? Я не помню точно. Ну хорошо, самое интересное это не это. Самое интересное это вот эта хаза. А ну-ка. Открывай калитку. Нет. Ключ у меня не от этой хаты. Вот так вот. Значит, у меня ключ, знаешь, от какого дома? Там газель стоит, в общем, напротив этой газели, скорее всего. Скорее всего, от того дома у меня ключ. Блин, я бы хотел пойти посмотреть на самом деле. Можешь сбегать по Шурику, а? Давай сгоняем по Шурику, пофиг. Мешок здесь скину. Это не жадность, это любопытство. А то потом опять напишите, если сейчас помру. Жадность фраера сгубила. Я не жадный. И не фраер. Вот от вот этого дома, я думаю, у меня ключ. Точно. Точно. Что тут есть? Куртка, например. Ну, эта куртка, насколько я знаю, она и так лутается. Там в пиксель в какой-то ловят ее, лутают. Точно видел лично. Тут ничего. А чё он, какую ценность-то представляет этот ключ? Или просто в этот раз мне не повезло со спауном чего-то там? Или это может быть с каким-то квестом потом связано? До которого я еще не добирался.
Кто в курсе, напишите по-братски. Откомментируйте этот вопрос. Аккумулятор автомобильный. Электродвигатель заберем. Все, ладно. Погнали в сторону дома. Нормально так прогулялся. Если получится сейчас выйти, я 2 квеста закрою. Это уже чего-то стоит. Это уже не просто так. Ну, на этой стороне более-менее спокойно, да? Можно там квестики что-то аккуратно, если ходить, покопошиться, поделать. Основной интерес все-таки на базе отступников, на водоочистных этих станциях. У народа. Рюкзачок домой. Может, по шашлыку, пацаны? Мангал есть, дрова есть. Пойдет. Пойдет. Я домой. Чик. 23 с небольшим минуты, 2 квеста еще у нас идут сразу же в копилу для егеря один и для терапевта. Первого чувака, которого я встретил, голенького, я хотел, честно говоря, его пристрелить, но не просто пристрелить, а ослепить и пристрелить. Но там какой-то тип с СВД, что-то я как-то это самое... минжанулся. Отдых у моря, квест мы закрываем. Забрали кейс в одном из коттеджей, который на берегу прямо находится, и вынесли его с локации. И для егеря закрываем квест «Отшельник». Нашли убежище друга егеря на локации «Маяк», нашли послание егерю и передали его. Сегодня у нас построился 3-го уровня медблок, поэтому доступно улучшение теперь разведцентра. Сейчас я докуплю предметы, которые необходимы. Разведцентр готов к улучшению. По предметам у меня самое дорогое было это папки с разведданными, но все 3 папки я, к счастью, нашел в рейдах, так что тут затраты у меня были в основном на флешки, которые на барахолке купил. 6 часов потребуется для улучшения, так что к следующему выпуску у нас будет разведцентр 2-го уровня. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Немного было сегодня рейдов, но зато довольно продуктивные они получились. Благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх, за добрые отзывы и участие в жизни канала. Вам приятной игры, отличного настроения. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.